Добрый день всем, с вами Вероника, и сегодняшний мастер-класс будет необычный. Он будет посвящен джинсовому бантику. Все, наверное, сталкивались с тем, что не подо всю одежду оденешь бантики из атласной репсовой ленты. И я решила предложить вашему вниманию очень интересный бантик, который могут носить и взрослые, и дети, под дресс-код, в котором присутствуют джинсы. Для этого нам понадобятся старые ненужные джинсы, которые мы приготовились выкинуть. Отрезаем нужный нам кусочек, хотите прям большой сразу делайте. То есть мы его сейчас будем с вами обрабатывать. Обрабатывать можно джинс двумя способами. Сегодняшний мастер-класс я посвящу одному способу. В дальнейшем будет еще несколько мастер-классов, в которых я расскажу еще один способ обработки джинса и, собственно говоря, изделия из них. Итак, приступим. Что нам сегодня понадобится? Как я уже и сказала, это джинс. Нам понадобится клей ПВА. У меня вот такой луч, он мне нравится больше всего. Нам понадобится любая кисточка, большая, маленькая, на ваше усмотрение. Нам понадобятся вот такие шаблоны. В интернете очень много разновидностей таких шаблонов. Они идут к бантикам из фоамирана, либо к бантикам из кожзама. Можно поискать. Размеры, которые использую я написала на своих шаблонах, чтобы вам удобнее было сделать. Так, и, собственно говоря, нам понадобится для украшения серединки либо стразовое полотно, либо какое-то жемчужное полотно, либо на ваше усмотрение любая другая серединка. Итак, приступим. Буду показывать на маленьком кусочке, так как мне удобнее его здесь разложить, быстренько намазать и показывать. Нам понадобится чуть-чуть воды и баночка. Вода нужна для разбавления клея ПВА. Разбавляем где-то 1 к 1. Хорошенько размешиваем и обрабатываем необходимый кусочек джинсовой ткани. Переворачиваем обязательно и обрабатываем вторую сторону, чтобы джинсовая ткань пропиталась со всех сторон равномерно и не было проплешин. Вот таким образом мы подготовили, обработали нашу ткань. Теперь нам нужно ее просушить. Берем самые обыкновенные прищепочки и подвешиваем на веревку, где вы сушите белье. Наша ткань высохла. Она превратилась вот в такую картонку. Нам необходимо ее прогладить. Берем шаблон. Накладываем. Теперь нам понадобится малярный скотч. Фиксируем наш бантик в нескольких местах. И вырезаем
Вот такой шаблон у нас получился. Теперь вырежем деталь поменьше. Я сделаю бантик, нижний слой одна сторона джинса, верхний слой нижняя сторона джинса, чтобы они чуть-чуть немножко отличались. Можно, в принципе, сделать и одинаковые. Сейчас мы посмотрим, как оно будет лучше смотреться. Это у нас, если бантик на лице, лицевой стороной. Так, попробуем этот сделать тоже лицевой. Вот так выглядит бантик, если обе лицевые стороны. Вот смотрите, у меня получилась ткань не совсем деревянная, она немного гнется. Если вы хотите сделать, чтобы он совсем не гнулся и был прям жестким-жестким, просто тогда попшикайте, намочите ткань и неразбавленным ПВА сверху намазать надо. Вот так вот выглядит бантик с изнаночной стороны. В принципе, я различия не вижу, поэтому все-таки сделаю лицо и лицо. Давайте приступим к сборке. Так, ну вот здесь вот я хвостики оставила. Этот подлиннее, этот покороче. Поэтому я это сейчас учту. У меня уже нагрелся клеевой пистолет. Наношу клей и приклеиваю. Так как этот хвостик у меня немножко короче, у меня не хватило немножко джинса, поэтому я его приклеиваю не вот до сюда, а до середины. Здесь вот у меня одинаковые хвостики, поэтому я их буду приклеивать одинаково. Теперь соединим их между собой. Теперь берем основу, на которую мы собираем бантик. То есть это может быть заколка автомат, если вы хотите закалывать хвостик. Либо вот как у меня, это крокодильчик. Крепим. Теперь нам понадобится лента, которой мы соединим еще раз все наши заготовки и заколку между собой, чтобы это все не развалилось. Первый слой подтягиваем хорошенько. Да, кстати, я забыла сказать, у меня это атласная лента 12 миллиметров шириной, а у меня нет однотонной синей, поэтому я перевернула вот такую вот ленточку наизнанку, вывернула и подклеиваю ее. Хорошенько все подтягиваю. Так как у нас стразовая серединка будет со стразового полотна, то закончу ленту я вот здесь. Теперь нам необходимо подклеить стразовое полотно. Один ряд я отрежу. Полтора на 3,5, на 2,5 сантиметра.
Наносим клей. Наш строгий элегантный бантик под джинсы готов. В готовом виде бантик. И 10,5 сантиметров. Для того, чтобы наш бантик не потерял форму в дальнейшем, то есть там при намокании, если вы попадете под дождь, или вот вы сделали бантик и вам не очень нравится его форма, ее можно подправить. Форму придаете форму, какую нужно, берете лак для волос, неважно какой у вас есть дома. Лак для волос. Закрываете разовую серединку. Вот я возьму кусочек джинса, который я использовала. Закроем серединку. Еще раз проверю форму. Меня все устраивает. И теперь в таком положении я должна его зафиксировать на расстоянии сантиметров 20 короткими пшиками. Не пугайтесь, что он у вас намокнет, он высохнет и будет очень-очень крепкий. Я так обрабатываю все бантики, которые сделаны из атласной ленты. Бантики, цветочки. То есть они всегда остаются такими, какими я их сделала, подправила. Из репса в основном я не брызгаю, потому что репс и так прекрасно держит форму. А вот в основном атласные бантики и цветочки подбрызгиваю я. Ну вот как бы все. Он уже вот схватывается, до конца просохнет, лак выветрится, и наш бантик можно... В нашем бантике можно даже под дождь попадать и носить его под шапки. Он не потеряет форму, не будет оставаться всегда такой же красивый, как мы его сделали. Ставьте лайки, не пропускайте новые интересные видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.